Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так. Он хочет вас вернуть? Что происходит у него внутри? Ну, собственно, у нас будет 3 позиции. Конечно же, загадывать нужно мужчину, с которым что-то пошло не так. Да? Раз человек должен хотеть или не хотеть вас вернуть, мы должны, значит, иметь какое-то расставание, молчание и так далее. Значит, для начала сделаем сигнификацию. Сигнифицировать буду ситуацию между вами. Да? То есть, что между вами случилось, вообще, что между вами происходит, из чего состоят ваши отношения. Далее мы с вами посмотрим, что происходит внутри у человека, да, что происходит в его чувствах к вам. Есть они, нет они, какие мысли на этот счет человек имеет. Ну и дальше ответим на наш главный вопрос, да, хочет или не хочет он вас возвращать. Итак, двоечки, троечки идут в ожидании у нас. Единички, здравствуйте. Что между вами? Он сидит, ждет вас между вами. Угу. Молчание. Мужчина, который обманул сам себя. Потому что изначально, когда он входил в состояние молчанки, здесь, скорее всего, мужчина пытается вас наказать каким-то молчанием. Когда он входил в состояние молчанки, он был уверен, что вы от него очень сильно зависите, и что вы вот прям полностью ему принадлежите и прибежите, конечно же, при первой возможности. Но он очень сильно ошибся. Значит, знаете, интересно, не показывает, что между вами, показывает его состояние, что он сидит на заваленке, честно говоря, не знает, что делать, и ждет то ли вашего появления, то ли вашей реакции, то ли когда вы напишете. Ну, что-то, короче, он сидит, ждет. Он сидит, что-то ждет. Вот, значит, может, еще хоть что-то нам скажут по поводу ваших отношений, чтобы вы могли определиться, ваше или не ваше. Игрок решил поиграть на ваших нервах и, собственно говоря, просчитался. Ну, смотрите, здесь могут быть отношения на расстоянии, отношения по переписке, могут быть совершенно недавние отношения, когда вы с человеком очень плохо друг друга знаете, да, то есть это какой-то новый вообще человек в вашей жизни. Что говорится? Говорится о том, что здесь мужчина как будто бы, знаете, по книжке изучал, как надо себя вести с девушками. Может быть, психологические какие-то вещи читал, может быть, на курсы ходил, где ему такие же, как он, мужики-неудачники, рассказывали, как нужно женщин охмурять, понимаете? Вот, потому что у него как будто бы насчет вас какая-то была подготовка, заготовка, что ли. Вот, и он решил поиграть в эмоциональные игры, вогнав вас в какое-то молчание, прекратив вот это общение, да, собственно говоря. И для чего ты это сделал? Ты не знаю, прям, вы знаете, очень странный. Ну, для того, чтобы вы начали действовать в его сторону, а теперь он опять не знает, что делать. То есть карты всячески показывают следующее. Мужчина, не думая, решил проверить на вас какую-то технику соблазнения, которая гласит, что женщину нужно сначала обаять, приблизить к себе, окружить ее вниманием, а после этого нужно замолчать, ее игнорить, уйти в туман, собственно, там не отвечать на ее сообщения, самому не появляться, не звонить. И в этом случае женщина сама начнет завоевывать его. Да?
Ну, тут задумка, в общем-то, провалилась, да, потому что, скорее всего, вы молчите. Ну, во-первых, вы не собираетесь появляться, это раз. А второе, это молчание, может быть, уже затянулось, да, то есть он рассчитывал день-два помолчать, и вы начнете сразу за ним бежать и завоевывать его, а вы как-то, знаете, может быть, уже месяца два молчите, да, и он такой думает, блин, ну, что-то я как-то, наверное, здесь ошибся немножко. Вот. Короче говоря, мужчина не знает, что делать, он думает о вас, он о вас думает. Эту ситуацию он создал искусственно для того, чтобы то ли вас проверить, то ли вас простимулировать, то ли вас наказать за что-то, понимаете? То есть ситуация молчания была создана этим мужчиной и создана искусственно, специально для того, чтобы получить какой-то результат. Но этого результата он не получил, он его не добился. Окей, хорошо, давайте посмотрим, какие чувства внутри него, да, что внутри него происходит. Что внутри него происходит. Ну, он просто себе говорит о том, что он жалкий неудачник. И что вообще как бы поведение его очень некрасивое было в отношении вас. И что вы здесь очень крутая победительница. Я бы сказала так. Мужчина считает, что вы его победили. Вы его победили, потому что... Так, простите, сейчас я тут немножечко поправлю. Значит, очень смешная ситуация вырисовывается. Мальчик хотел вами поиграть вашими чувствами и мотивировать вас на какие-то дальнейшие свершения. Вот он действительно глупец, вот просто глупец. Действовал топорными совершенно методами, пытаясь вас, вот знаете, как-то проверить, взбодрить и так далее. И на сегодня он считает, что вы его победили в этой игре, в этой схватке. Она не повела себя так, как я ждал. Я жалкий неудачник, чудо не свершилось, прекрасная жезловая королева замолчала не хуже меня. Она молчит вообще так, что как бы тишина кажется уже погребением каким-то, понимаете? Вот, значит, вы для него очень сексуально привлекательная женщина. Он видит вас какой-то, знаете, самостоятельной, самодостаточной, огненной очень, понимаете? То есть ему вас очень сильно хочется. Здесь 100% секса никакого не было, потому что он вот прям горит всеми фибрами всего тела своего. Вот. И понимаете, здесь, возможно, здесь есть разница в возрасте, потому что идет ощущение молодого мужчины, который пытается, знаете, вот в прыжке, да, в прыжке добраться до какой-то очень такой крутой дамы. Вот. Значит, есть чувства, но это, конечно, не любовь. Это страсть в вашу сторону, это такое очень сильное сексуальное желание. Мужчина здесь видит вас красивой, сексуальной и желанной для себя женщиной. Вот. И очень сильно сейчас сам себя унижает у себя в голове. То есть он себе говорит о том, что он неудачник, о том, что он сделал это все зря, но теперь он не знает, как все это дело выправить, потому что учителя на каком-то там, может быть, курсе по обольсти красавицу, да, под названием, учили его вот этим эмоциональным качелям, но совершенно не учили, как выходить из ситуации, когда женщина действительно нравится, и когда ты уже хочешь после вот этой всей глупости ее вернуть. Да? Когда она не повелась на твои манипуляции, но тебе хочется ее вернуть. Значит, не умеет, не знает как, в растерянности находится этот человек, хочет вам написать, вот, но не знает что, не знает, как себя вести, не знает, как не выглядеть идиотом. Замечательно. Хорошо. Давайте посмотрим,
хочет ли он вас вернуть, ну и, собственно, будет ли возвращать-то. Будет ли он вас возвращать? Вернуть очень хочет, очень жалеет о том, что натворил. Жалеет, говорит, что все на корню просто разрушил, все то, что могло бы быть. Здесь точно отношения новые, отношения свежие, потому что он говорит о том, что вы какая-то его роковая встреча. Таких женщин у него не было никогда в жизни. Он какой-то, знаете, вот слабоват, если честно. У него энергетика такого вот тюфячка, маменькиного сыночка. Вот. И он говорит, что вы для него действительно роковая женщина, и надо было хвататься за вас всеми руками, ногами, хвостом, но он совершил ошибку. Я дурак, он говорит, я какая-то бестолочь. Я разрушил все то, что могло быть чем-то очень серьезным и хорошим. Он думает о вас гипотетически, как о женщине, с которой он может войти в 10 кубков, 9 кубков и 10 пентаклей. Это счастливое будущее. Да? 3 карты вместе, которые говорят о неком счастливом будущем. И он такой типа, блин, ну я мог создать с этой женщиной счастливое будущее, я мог быть счастлив. Но я все испортил дебильным детским поступком. Вот что нам здесь заявляет. Значит, пока он здесь стенает, да, я бы сказала, то есть здесь человек думает о вас, о своем поступке, вот прям заламывает свои руки, вот. Но не знает он, что делать, он очень хочет действовать. Он очень хочет действовать по рыцарю жезлов, по тузу жезлов. Он прям хочет, чтобы вы вернулись, восстановить общение. И куда-то, знаете, с места в карьер, желательно сразу в постель, занырнуть. Вот что он хочет. Потому что страсть присутствует и какие-то мечты о будущем. Но он не знает, что делать. Ты будешь действовать или нет? Алло. Человек хочет вас вернуть, потому что он себе придумал будущее с вами. Он вас хочет, как женщину. Что делать на сегодня, не знает, потому что понимает, что выглядит очень глупо. Но через какое-то время нам показывают 5 сроков. 5 сроков. Ну, может быть, ему нужен еще какой-то этап принятия, да, то есть вот я дурак, я идиот, и вот теперь из-за того, что я идиот, да, я все-таки должен какие-то действия сделать в ее сторону, да. То есть здесь еще не до конца пройдено осознание произошедшего. Значит, человек будет действовать в сторону примирения. Я не могу сказать, что это будет то, что вы хотели бы, но он будет стараться помириться. Как будто вы знаете, я с тобой мирюсь, но я не хочу слышать, что я идиот. Я не хочу слышать, что ты обиделась, что я совершил ошибку. Я и так это все знаю, просто прими меня таким, какой я есть. Вот с этой позиции он здесь будет действовать. Поэтому хочет вернуть, да, он хочет. Он только об этом и думает. Здесь человек на этом зациклен, он себя клянет за то, что он натворил. Вот. Ну, ему нужно еще немножечко подумать, чтобы придумать, как действовать. Вот так. А действовать по примирению он будет. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Так, что между вами? Что-то стало тяжелым. Тайные отношения, есть официальный брак. Что же у нас сегодня эта карта-то блокирующая не уходит?
Вы у меня не из первой ли позиции перетекли плавно сюда? Интересно. Так, здесь говорится о том, что или ваши отношения были очень давно, и вот человек вернулся в вашу жизнь, и они никак не начнутся. То есть вы общаетесь, допустим, по интернету, по переписке, но вы никак не встретитесь, вы никак не начнете все снова. Вот, значит, или это человек новый, может быть, да, может быть и новый человек, с которым у вас произошло такое, знаете, кармическое соприкосновение, когда вы начали общаться и сразу почувствовали в человеке родственную душу, да, как будто бы вы его знаете. То есть это новый человек, но вы его как будто бы знаете всю жизнь. И отношения тоже не начались. Здесь интересная ситуация. Во-первых, показано расстояние, во-вторых, показана переписка. И здесь в равной степени может быть, что вы просто в переписке знакомы друг с другом, а может быть, кто-то виделся, да, просто потом мужчина, допустим, уехал, или вы уехали, и общаетесь теперь только в переписке, и больше никак. Вот, значит, отношения это тайные. Здесь, быть может, есть четырехугольник. Треугольник 100%. Или с вашей стороны есть муж, или с его стороны жена. Потому что четко показывают тайные отношения и стремление как будто бы получить какие-то эмоции. То есть здесь мужчина вот буквально, ну, можно так сказать, создал отношения с вами для того, чтобы, извините за это слово, жрать эмоции. Понимаете, здесь энергетический вампир, которому не хватает эмоций, не хватает энергии для жизни, и ему для этого нужна женщина. Чтобы вот откусывать ее по капельке, по краюшке, да, и по крошечке, и чтобы потом за счет этой энергии, ну, я не знаю, там какие-то свершения делать на работе, в жизни и так далее. Вот, значит, вы сами не понимаете, почему этот человек у вас в голове, потому что, скорее всего, вы его не любите, вы постоянно о нем думаете, он как будто бы преследует вас, и вы все время с ним общаетесь, вы все время находитесь в диалоге с этим человеком, хотя, когда вы заглядываете к себе в сердце, оказывается, что там ничего нет. То есть вы спрашиваете себя, я что, влюблена? Да, как бы заглядываете в сердце, и говорите, нет, я не влюблена. Мне абсолютно на этого человека наплевать все равно. Так почему же я думаю о нем? Да? То есть здесь скорее присутствует какая-то ваша зацикленность на нем, чем отношения. Отношений я не вижу. Скорее здесь тайная переписка, которая была, да, а сейчас, судя по тому, что вы смотрите этот разбор, все закончилось так или иначе. Вот. То есть здесь непонятное, непостижимое притяжение к человеку, которое вы не можете объяснить ни своими чувствами, ни своими потребностями. То есть мужчина почему-то залез в вашу голову и поставил там диванчик, расположился, да, ему по кайфу там жить. Вот, а вы не можете понять вообще, что происходит. При этом сейчас вы не общаетесь. Ну и если говорить о вашем предыдущем общении, это тоже не было какое-то полноценное общение. Это переписки, это слова, но это не какие-либо действия, это не какие-то вложения и никак не партнерские отношения. Хорошо, давайте посмотрим, что у него внутри. Что у него внутри?
вы знаете, этот человек хочет, чтобы вы ему помогли выкарабкаться. То есть он попал в какую-то такую, знаете, тяжеленную ситуацию на самом деле. Или он потерял все, или ему пришлось бежать, или у него случилось что-то со здоровьем. И на самом деле он остался, знаете, как будто бы нафиг никому не нужен. Если здесь треугольник был с его стороны, да, то есть есть семья и так далее, то даже в этой семье он как будто бы никому не нужен. Он говорит о том, что он остался в полнейшем одиночестве на дне, вот на дне чего-то там. И вы ему нужны как женщина, которая умеет любить и которая ему поможет встать на ноги и выкарабкаться. Это касается двух аспектов. Эмоций, да, то есть выкарабкаться эмоционально, чтобы вы его своей любовью восстановили, понимаете? Вот. И материально тоже. Может быть, чтобы вы ему помогли деньгами, может быть, чтобы вы ему помогли связями какими-то. Ну, то есть, как бы там позвонили знакомым, чтобы его взяли на работу и так далее. Вот, то есть здесь есть два аспекта заинтересованности вами. Вот, значит, что у нас по чувствам? По чувствам. Человек хотел бы, чтобы вы его любили. У него присутствует колоссальная потребность в этом. Но он не говорит о том, что он любит вас. Он говорит, что вы очень красивая, вы очень талантливая, и вы очень далеки. Ему нужно как будто бы, знаете, ну, целую вечность для того, чтобы до вас добраться. Вот. Но у него какая-то такая странная в голове вещь присутствует, что несмотря на расстояние, несмотря на треугольники, несмотря вообще на обстоятельства вашей жизни, вы почему-то его должны любить. Вот как-то он так это все воспринимает, что вы его должны любить или вы любите его уже сейчас. Просто ну, обстоятельства складываются так, что вы это не выражаете или не можете ему это дать, понимаете? Но по сути, что можно сказать по чувствам, да? Потому что внутри у человека. У него внутри задача выкарабкаться из какого-то очень тяжелого положения. Эмоционального и финансового. И вы женщина, которая может ему в этом помочь. И он вас рассматривает как такую женщину. Не как только любимую женщину, не как женщину, ради которой я все сделаю, а как женщину, которая мне обязана и может помочь. Вот в двух этих аспектах. Вот, значит, и у него, ну, он как бы вас выбрал на эту роль, да, и у него существует зависимость от этой убежденности. То есть он вас выбрал, не кого-то другого, а вас. И теперь он как бы ждет, что вот это все начнет происходить. Понимаете? Что вы вроде как ему должны его принять, обнять и помочь. Вот так. Ну, какие-то, знаете, странные эмоции, если честно, внутри у человека. Я не могу сказать, что он совершенно не влюблен в вас. Но это очень странное понимание влюбленности. Я влюблен, поэтому ты должна меня спасти. Вот так. Хочет ли он вас вернуть и что будет делать? Напишет вам письмо. Ну, во-первых, он считает, что вы его чувствуете. Вы его чувствуете, он вам снится, вы ему снитесь. То есть здесь идет такая связь потусторонняя. Да? Здесь связь, которая далека от реального материального мира. И он, знаете, с какой позиции здесь мыслит? Зачем мне что-то делать в реале, когда мы с ним прекрасно общаемся ментально, и когда ментально мы с ним выясняем все вопросы?
И все вопросы между нами мы ментально уже выяснили. Вот так он говорит. Дальше он говорит, что я жертва ее манипуляций. Она здесь, вы, скорее всего, здесь какую-то точку поставили, да, а может быть, вы вообще это все сделали очень бурно, выгнав его из своей жизни, этого человека. И он здесь считает, что вы его обидели, очень сильно унизили, оставили его ни с чем. Да? Ну вот, если бы это был ваш муж, я бы сказала, что вы его выгнали на улицу, да, и теперь вот он где-то там снимает квартиру и говорит, что вы его оставили ни с чем. И у этого мужчины тоже вот такое ощущение, да, что вы как-то несправедливо поступили, оставили его ни с чем. Но ментально в своей голове он с вами все эти вопросы уже решил, все выяснил, наорал на вас, вы наорали на него, да, в ответ. И он говорит, она меня прекрасно чувствует, тут не нужны слова. Зачем я буду что-то делать в реале, когда в ментале мы уже как бы все решили, поняли друг друга. Вот, значит, поэтому хочет ли он вас вернуть, я бы сказала, он вас и не терял. То есть то, что вы поругались, расстались в реале, для него абсолютно ничего не значит. Потому что здесь человек с вами в ментале все время находится на связи. И он говорит, а мы не расставались, все нормально. Мы как-то так вот общаемся с ней все время. Вот, значит, что еще? Еще он, ну, что он будет делать? Он напишет вам, он вам напишет что-то глупое, что-то между любовным сообщением и шуткой, какая-то такая будет странная фраза, странное сообщение, на которое, я думаю, вы не будете знать, как реагировать. Почему-то этот человек будет хотеть выяснить, как вы к нему относитесь и чувствуете ли вы то, что чувствует он. Вот он с вами в ментале разговаривает, и он хочет узнать, вы с ним тоже разговариваете или он немножечко куку уже, понимаете? Вот, значит, и здесь будут вопросы об этом. Человек, первое, да, он с вами и не расставался, вы у него в голове проживаете, и человек этот, да, когда выйдет на реальную связь, это будет достаточно скоро, он будет выяснять ментальный мир, в котором он живет, находится и у вас в голове тоже или нет. И, если честно, я не понимаю, зачем ему это нужно. Это раз. Второе, зачем ему нужно будет появиться в вашей жизни. Потому что у него нет намерений на будущее, у него нет какого-то, ну вот знаете, определенного отношения к вам. Потому что вы ему то очень сильно нравитесь, то очень сильно не нравитесь, то вы злая, то вы хорошая, то вы красивая, то некрасивая, понимаете? И у человека здесь, он ничего вам не собирается предложить. У него нет плана на будущее, у него нет каких-то даже пожеланий к этому будущему, понимаете? Он появится просто так. Он появится просто так. Ну вот я спрашиваю, для чего? Ну я не знаю, может быть там для какого-то сексуального удовольствия. Может быть это будет просто импульс вам написать. То есть это появление ни о чем. Ни о чем. Здесь очень странный мужчина. Он живет не в реальном мире, он живет в каком-то таком, знаете, своем выдуманном мире. Благодарю вас, троечки. Двигаемся дальше. Троечки, приветствую вас. Угу. Здесь пришла домашняя курочка к нам. Мужчина-курочка. Мужчина, который любит посидеть дома, покушать вкусно. Он может быть такой, знаете, кругленький, полненький, уютный, я бы сказала так. Вот, человек. Уютный человек, который любит готовить, любит, чтобы было чистенько, любит беленькие носочки, понимаете? Может быть, он
там с улицы пришел, сразу идет мыть кроссовки свои, чтобы вот они всегда были в идеальном состоянии. Здесь человек такой, знаете, вот он зациклен на доме, на уюте, на каких-то вот таких, знаете, приятных, тактильных вещах. Вот, значит, что между вами? Ну, вы однозначно роковая любимая женщина, к которой я не хочу серьезно проявляться и которой я не хочу ничего давать серьезного. Понимаете? Ну, вот так вот. Вот так. Значит, между вами сейчас башня, произошел какой-то неприятный разговор. Вот здесь вы действительно очень сильно поругались с человеком. Вот. И так как вы предполагаете, что вы такая любимая женщина, он вам об этом говорил, и в ваших отношениях, может быть, были такие бурные чувства, ситуации и так далее, вы здесь ждете действительно, как он себя поведет. Ну, наговорили вы друг другу много, да, вы ему сказали, что там точка, все, пошел в одно место. Он вам тоже мог это все сказать, да. Вот, значит, вы могли вообще сказать о том, что у нас и не было никаких отношений, что это за отношения, дерьмо какое-то и так далее. Ну, то есть он говорит обнулить ваши отношения. Или это сделал он, сказав, что между нами был только секс, что-то себе понавыдумывала, да, никакого будущего, ничего серьезного между нами не будет. Вот, значит, но при этом он внутренне считает вас своей кармической женщиной, которая пришла откуда-то из прошлой жизни, да, или женщиной, которую вот я чувствую как свою, я люблю, это любимая женщина, но не хочу в нее вкладываться, не хочу ничего давать. Вот так, понимаете? И я думаю, что вас обидела именно ситуация, когда человек готов брать, называет вас любимой, но при этом ничего не готов давать и ничего не готов для вас делать. Да? Какая ж я тебя любимая, если ты не хочешь вкладываться в меня? Думаете вы. Хорошо. Что у него внутри? Что у него внутри? Это велотекущая страсть, велотекущая любовь. Любовь, которая прошла сквозь время и смерть, и вот пришла сюда тоже, да. Ну, я вам сразу хочу сказать, человек этот верит в прошлой жизни, и он считает, что реально вы пришли с ним из прошлой жизни, что вы знаете друг друга еще с прошлого воплощения. Ну, потому что он постоянно об этом говорит. Что у него внутри? Он понимает, что он не может быть с вами по какой-то причине. Он понимает, что он не может и не хочет строить с вами серьезные отношения. Но он готов... Как же это объяснить? Вот смотрите, он вам говорит, я не хочу с тобой семью. А вы ему говорите, ну хорошо, не хочешь, расстаемся тогда, да, я тебе тут не игрушка для баловства. Ну, он замолкает, вы замолкаете, да. И он внутренне думает, сейчас она перебесится, и я появлюсь. Я напишу ей опять какие-то незначительные фразы, вот, она опять поведется, и мы опять будем с ней дружить, да, дружить как такие эротические друзья. Будем переписываться или будем встречаться, она будет со мной спать. Потом наступит очередной момент, когда она опять сбрыкнет и скажет, ну что ты, ну почему ты меня не выбираешь, да, давай жить вместе. И опять мы поругаемся, опять она замолчит, но потом она снова перебесится. Она снова перебесится, и снова я тихим сапом вот таким вот к ней вернусь. Понимаете? Что он думает. То есть у него внутри есть понимание, как он будет действовать в отношении вас.
Ну, потому что кармические партнеры, пришла из прошлой жизни, она для меня очень важна, но как некий образ, как некая вера в то, что она очень важная женщина, но совсем не как живой человек, в которого хочется вложиться. Понимаете? То есть не так, а вот именно как какой-то идеал, который я вроде как люблю, но на который не нужно тратить денежки, свои эмоции и время. Ну, вот так. Здесь есть чувства в вашу сторону, такие иррациональные, основанные на вере в прошлую жизнь, основанные на вере в то, что вы та самая кармическая женщина, что есть какое-то предназначение у вашей встречи, что он должен его обнаружить, это предназначение, понимаете? Но оно не в том, чтобы с вами вместе строить отношения, чтобы вас вкладываться и так далее. Просто вот вы пришли, ну, для чего-то там. Хорошо. Хочет ли он вас вернуть после этой башни? Восхищается вами человек. Хочет ли он вас вернуть после башни? Будет ли действовать? Так, посмотрите. Хочет ли он вас вернуть, и да, и нет. Он хочет вернуть вас на каких-то своих условиях. На условиях того, что вы будете играть роль вот этой кармической женщины, наполнять его, любить его, отыгрывать какие-то его фантазии, но абсолютно не будете требовать движения вперед. Вы не будете требовать преобразования ваших отношений во что-то серьезное. Он говорит, я даю ей все, что я могу на сегодняшний момент. Вот то, из чего состояли ваши отношения до этой башни, да, это был максимум. То есть больше он вам дать не готов. И он хочет, чтобы вы согласились с ним и жили вот в этих границах, да, которые он вам обозначит. И при этом тоже верили в то, что вы кармические партнеры, давали ему свою поддержку бесконечную, возможно, имели сексуальные встречи с ним, вот, но все это на его условиях. Вот как я запланирую, чтобы так и было, говорит он. Я спросила, будет ли он действовать. Простите, еще ответ, да? И да, и нет, он говорит. Вроде как, я хочу ее вернуть, но только при условии, если она пойдет на вот это все, что я выше обозначила. Будет ли он действовать? Нет, не будет действовать. 4 мечей, 6 мечей, 10 мечей. Да, он хотел бы, чтобы ваша точка превратилась в запятую, но самостоятельно вести к этому он не будет, потому что это будет значить, что ему нужно поменять свое отношение к вам, а он не собирается его менять. Он говорит, или будет так, как я предложил, или никак. Все. И поэтому действовать он здесь не будет. Он будет сидеть в тишине, он будет сидеть в кустах в ожидании, когда же вы соскучитесь слишком сильно, когда же вы там переборете в себе свои желания и самостоятельно начнете его здесь как бы возвращать. Вот так, девочки, вот так. Ну, вас объединяет дьявол. Я не исключу, что вас могут объединять в прошлой жизни с этим человеком. Потому что здесь, правда, такая интересная связка какая-то, и у него прям какая-то четкая убежденность в том, что вы вот прям та самая женщина. Вот. И здесь все равно дьявол, поэтому это всегда движение по кругу. Да? Дьявол не отпускает людей, поэтому вы будете вот так вот ругаться, опять возвращаться, то он позвонил, то вы позвонили. И вот это все будет вариться в одном и том же котле. Потому что человек не хочет вам давать ничего, кроме того, что уже дал.
И вам надо задуматься только над тем, что же хотите вы. Если вы понимаете, что вы тратите на него время свое драгоценное, да, и никуда не идете, ну тогда оставьте тоже его в покое, не надо писать, не надо возвращаться. И если он пытается вернуться, не надо ему позволять это сделать. Понимаете? И тогда вы выйдете из замкнутого круга и пойдете просто-напросто дальше. А если вам нравится вариться вот в этом котле, ну, пожалуйста, здесь еще несколько циклов все-таки будет между вами. Вот. Просто пока вот на сегодняшний момент он ничего делать не собирается, никуда идти не собирается, вас возвращать не собирается. Я не пойму, то ли мне это надо, то ли мне это не надо. Я хочу так, как я хочу, она хочет, как она хочет. Ну, то есть здесь вот какая-то такая тут история, знаете, без конкретики. Без конкретики. Ну что, мои дорогие, такой вот у нас сегодня вышел разбор. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.